Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. И да-да-да, у нас сегодня на обзоре имбулечка, третий левел, PZ-2J, немецкий, легкий, да-да, легкий танк, он же джедай, прем танчик. Купить его сейчас, по-моему, до сих пор нигде нельзя, к сожалению, но покататься на нем в песке иногда очень даже прикольно. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, ставь лайк под видео, подписывайся на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы начнем с самого интересного, конечно же, с бронирования. Тем более, что здесь есть на что поглядеть. Итак, господа, коллижн модель нашего джедая. Ну и давайте начинать изучать. Начнем с корпуса. НЛД у нас из двух частей состоит, нижняя часть и центральная часть. Нижняя часть у нас 142 в приведенке, центральная 83. Как для НЛД, конечно же, это броня тяжелого танка. Там на третьем левеле хоть их и нету, но такое бронирование просто нет ни одного танка на третьем левеле. 72 приведенная броня ВЛД имеет хороший угол склонения орудия. Склонение брони, да, 71. Рикошет системы пишет. Подбашенная рубка 80. Ну и теперь сама башня. Маска орудия по центру 130. Вот здесь края расходятся до 152. Она у нас закругленная. Щеки башни 80. 84 вот здесь 80, ну там до 88. Верхняя планочка у нас под хорошим рикошетным углом в приведенке 97. Боковое бронирование 50, заднее бронирование 50. Так что, ребята, броня просто эпическая. Так, с броней разобрались. Давайте теперь изучать орудие. Орудие здесь интересное, можно сказать интересное. Первого уровня. Представляете, на танке третьего левела. На самом деле это не пушка, это пулемет. Пулемет первого левела с уроном в 11. Бронепробитие на основном снаряде 23-46 на голде. Вот, у нас две кассеты. Всего барабан на 10 снарядов. Две кассеты по 5 снарядов. Время полной перезарядки барабана 3 секунды, ребята. КД между выстрелами. Ну, практически 1/10 секунды. То есть разряжается мгновенно, заряжается также. ДПМ 1600, если, конечно, все будете пробивать. Вот. Время сведения комфортное, там менее 1,5 секунды. А вот разброс, конечно, 0,57, практически как на арте. Да, пушка сложная, скажем так, она с затруднением пробивает условно тяжелые танки, такие как СМУА, там С-35, вот, с пробитием таких аппаратов, ну, наблюдаются определенные проблемы, что тут говорить. Но все же, значит, по оборудованию обязательно турбина, танк очень медленный, и закалку, чтобы побыстрее, ну, пореже, во-первых, ставили на каток, вот, ну и ХБ чуть-чуть прибавит тоже. Снаряды. Основной бронебойный 780, голдовый подкалиберный снаряд 975 метров в секунду летит. Скорость полета снаряда хорошая, а вот, конечно, бронепробитие даже на голде всего лишь 46. И это очень-очень мало, даже для третьего уровня. По снаряжению ремка и аптечка. Третьего слота у нас нет, все-таки третий уровень. 3 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой. По огневой мощи, что можно еще добавить у нас? Минус 10 у ВН есть, а мы помним броню, особенно башни, и это круто, что они есть. Вот. По ХП 510, и учитывая наше бронирование, в принципе, нормально. По мобильности с турбиной 35 вперед, 14 назад, но поскольку у нас удельная мощность менее 15 лошадей на тонну, а тут уже даже менее 10, набирает свою максималку он очень-очень медленно. И да, это все-таки легкий танк, по документам, да, по документам записано в ПТС, легкий танк. И у нас из-за этого есть даже незаметность, как это не смешно. Вот, по обзору, как для третьего левела, у нас, кстати, очень знатный обзор 3.45. Опять же, потому что ЛТ. И вообще, этот танк очень странный. Это легкий танк. У нас хороший обзор, у нас хорошая незаметность, но у нас нету мобильности. Это присуще тяжелым танкам, и это как раз про нашу броню. У нас есть нормальное количество ХП, и опять же про нашу броню. А вот пушка тоже, пушка-пулемет, и по сути это пушка как раз ЛТшная. Ладно,
Джедай хорош, всегда был. Ранее, много-много лет назад, этот танк мог играть один в 15 противников и спокойно всех убивать. Сейчас появилось очень много других интересных и прем-танков, и всяких-всяких, ну, в основном прем-танков, которые уже создают этому танку проблемы. Поэтому предлагаю отправляться в бой. Давайте поглядим, собственно, сейчас на что джедай способен. Так, господа, обзор боем у нас ПЗ-2J, джедай, немецкий, легкий, да-да-да-да, легкий танк. Имба, имба. Раньше была, сейчас проверим, как сейчас она. Слабая у нас подвижность, но хорошее бронирование. Поэтому 4 Сахарина напротив, которые очень успешно нас бьют голдой. Вот мы ее, кстати, тяжело пробиваем, эту итальянскую тварь. Ну ладно, ладно. В любом случае едем вперед. Едем вперед. А сколько у нас сахарина? А у нас сахарина нет вообще. А вот, кстати, смотрите, как распределяет теперь уже. Интересно. Игра. Им 4 имбы дали третьего левела. Это все, походу, из-за меня? Наверное, так. Ладно, вперед едем. Фиг ли нам стесняться. Пробитие. Знаете, сколько натанковали? Жуткая пушка вблизи, в слабые места. Ну все, его убьет, а даже не успею пострелять. Подвижности не хватает.
Ну все, убили. Ребята, 2К заблокированного урона. 800 настреляли, конечно, не самый лучший результат, но броня, сами видите, держит удар. Как я и говорил. Но настрелять какие-то невероятные 2К не получилось. В любом случае машина интересная. Ну-ка смотрим итоги боя. Вот, даже второе место заняли, Валентайн первое, ну мы второе заняли, 2 фрага. Но жутко ушли, 61 тысяча минус по серебру, потому что, ну, играли только на голде, и, естественно, голдозависимый агрегат, и никак без этого. Вот, без голды эта тачка не играется вообще. Жалко, что ее купить сейчас нигде нельзя, сейчас, побежали бы покупать. Но, увы, это не сделать. Ну, раньше, не сейчас, вот всякие сахарины появились, там прочее. Раньше этот танк мог играть 1 против 15 и убил бы всех, и никто бы его даже не поцарапал. Но идет время, танки меняются, и машина это уже не такая все равно имбовая, как была раньше. Вот. Но в любом случае заслуживают наше внимание. У кого есть в ангаре, иногда можно на ней выкатить и покатать, да, в минус по серебру, но получить все равно определенное удовольствие. Вот, ребят, у кого есть в ангаре, пишите, как вам джедай, ездить на нем или нет. Я вот выехал разок и, честно говоря, ну, хорошая тачка. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал, но я вам говорю, до скорых встреч. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.